но потом, конечно, будем смотреть друг на друга. Всем добрый вечер. В эфире «Просто эксперт». И сегодняшний «Просто эксперт» Глен Баллис, шеф-повар, ресторатор из своего нового проекта «Margarita, Bistro», где мы все, собственно, и находимся. И в роли переводчика-синхрониста, повар, как он сам говорит, он на самом деле шеф-повар этого проекта, Дан Мирон, который заместитель, да, который будет сегодня нам переводить. И прежде чем я начну задавать вопросы Глену Баллису, я бы хотела, Глен, ответить на тот вопрос, который ты задал мне, когда я здесь была несколько дней назад, когда пришла посмотреть это место. First, she wants to start from the question that she'd been asked when she first came here, like пару недель, это было, a few weeks ago, like when she first came to this place. Глен меня спросил, что ты думаешь об этом месте? So the question was like, what your question was like, what do you think about this place? Какое твое мнение? Yeah, what's your opinion about this place? И я успела сказать только, что все было очень вкусно, то, что я попробовала. She just said that it was delicious. И мы разбежались, каждый по своим делам, не успев подробно обсудить. You didn't have time to communicate, to properly talk about that. И вот я хотела сказать, что для меня это, конечно, абсолютно никакое не Margarita Bistro. Okay, first of all, it's not the Margarita Bistro. First of all, it's not the Margarita. Не Glenuill, даже not Bistro. A Glenuill. И даже пока не Glen Bistro. Even для меня это абсолютно Глен Бистро, то есть это та самая кухня Глена, очень яркая, очень, может быть, даже более яркая, чем Is that kitchen of Glen Ballis is very, very bright, very со своим фирменным вкусом, with its signature taste and flavors, and with its character, with its unique character. Которую мы знаем по which everyone knows проекту Glenuill, by the project, by the project. По REMY. У меня ощущение, что этот проект – это такое промежуточное подведение итогов. There is a feeling that this project is something like the underline of all the projects you had before. И некоторая полоса разбега перед каким-то очень новым и очень большим периодом в следующем. It's like a trampoline before there's something very new and like a new time in your professional life. Вот так ли это? Is it true? Look, I think. I've been doing this a long time, 35 years. Глен в индустрии уже 35 лет, он давно этим занимается. Over the years, the style has changed. Все эти годы его стиль менялся и развивался. And I'm in a stage now where I feel comfortable with what I do. И сейчас он в том состоянии, что он чувствует себя очень уверенно и комфортно в том, что он делает, в том стиле, в плане еды и всего остального. It's only natural that there's certain aspects of where I am at the moment is going to influence, even if I open another restaurant after this, it will also influence that restaurant. It's difficult just to, even though I want to. Соответственно, с тем, что он открывает новый проект, даже если он откроет следующий проект, все, что он делает, и то, в каком состоянии он сейчас находится, как ему комфортно передавать вот это состояние на тарелке или через интерьер, или через еще что-то. Это все, конечно же, влияет на то, что он делает сейчас. И даже если будет какой-то следующий проект, то, конечно же, тоже это сейчас то, что с нами происходит сейчас здесь, да, это тоже немножко повлияет на следующее, потому что все связано между собой. But what I've been trying to do is work with different chefs. Но что он старается пробовать делать всегда, это работать с разными людьми. And by doing that, then this chef will influence maybe some foundations which I have. И он всегда открыт к тому, что
эта работа совместная, она тоже влияет как-то на те базы, на те основы, которые есть у него, на те взгляды. Yeah, and then that would influence into the style of place that we have. И, соответственно, это выливается в то, что это влияет на стиль того, что мы делаем в том месте, того, что он делает с разными. It doesn't always work. Не всегда это работает, не всегда это It takes time. И это всегда занимает какое-то время. And maybe a little bit to some extent, Margarita has taken a little bit of time for Daniel and I to click in the style, but I think now it's coming. Да, и для нас тоже вначале какое-то время мы друг к другу присматривались. То есть прошло какое-то время в начале, когда мы пытались сработаться, потому что у меня свое видение, свой стиль, я никогда этого не работал с Гленом. И, он тоже, соответственно, со мной. И здесь заняло какое-то время, пока вот сейчас мы как раз в то время, когда мы пришли к какому-то единому видению того, наверное, где мы будем, потому что этот процесс взаимодействия, он сейчас только набирает обороты, у нас есть хорошее понимание друг друга, да, но так как мы пытаемся каждое свое видение как-то немножко сюда, как-то их сконнектить, так сказать. Сейчас это только начинает набирать обороты. Сейчас проект только запустился, да? И, естественно, пока вообще можно говорить только о каком-то стартовом, действительно, его позиции, о стартовой позиции. И, конечно, мы будем наблюдать развитие и, наверное, как раз роль Дана в данном случае будет каким-то образом расширяться в процессе совместной вашей работы. Just saying that it just started now. We've been just open for the first month, so yeah. Now this our yeah. I think just now it's starting to come now. Да, сейчас только Но к чему я веду, что я хочу сказать? Вот Глен говорит, что его весь путь, он, как и у всех нас, происходит путем наслоения предыдущего опыта на будущий, и вот какой-то идет своя дорога. Each next step is developing from the previous experience. It's all influencing the next. Yes, and that's what's happening now. И это то, что происходит сейчас. We don't always get it right. У нас не всегда получается прийти к правильному результату. Насколько... Наверное, тут нет правильных или неправильных результатов. Да. Тут есть движение. Yeah, so we're at this stage here, we're feeling our direction a little bit. Some people like it, some people don't. We adjust it. Да, сейчас мы, по сути, пробуем, мы пытаемся мы экспериментируем и пробуем, работаем с отзывами людей, то есть мы смотрим, кому-то это нравится, кому-то это не нравится, и это мы имеем полярные мнения, мы с этим работаем, и мы тоже к этому приспосабливаемся, если так можно сказать, в хорошем смысле. Это нормальный процесс, но мой вопрос, я просто хочу его довести свою мысль до конца. Когда Глен говорит о своем пути, мы очень хорошо знаем Глена, его историю с момента, как он появился в Москве, как он приехал сюда сначала на 3 месяца и сидел на чемоданах и хотел уехать обратно, как он прошел школу жизни у Аркадия Ноева в Дальнем Востоке, смешную историю, как Путин загипнотизировал Глена, сказав, что Москва ему еще понравится. Это было хорошее время. Да. Мы знаем, что Глен потом здесь женился, нашел свою судьбу, у него прекрасная маленькая дочка, красотка просто. И все это, конечно, за исключением Путина, более или менее, такая обычная история шефов, которые приехали в Москву из-за границы с каким-то своим бэкграундом, с опытом работы, и остались здесь. Но, по моим ощущениям, нет ни одного шефа в Москве, у кого бы был свой бизнес в Сингапуре.
But your unique story that you have your own business 3 in ресторана в Singapore. Сингапуре, как я понимаю, что это семейный бизнес со старшим сыном. Дэниел, кстати, он тоже красавец, абсолютно. Я хочу узнать, как это все началось, как вообще это произошло. Я понимаю, что Глен жил 20 лет в Юго-Восточной Азии, но почему именно там появились эти рестораны? С чего все началось? The story goes that we know that you've been like for 20 years in Southeast Asia, but why Singapore? How it all started? Why there? Why 3 restaurants? And what's the story? Singapore's it's a clean country. Сингапур очень чистая страна. In terms of business, В понимании бизнеса. it's black or it's white. Это либо черное, либо белое. These are the Нет rules, середины. and these are not the rules you follow. Вот правило, а это правило, которым ты не делаешь, это правило, которым ты делаешь. Все очень четко и понятно разграничено. My son had just finished his hotel hospitality. Его сын In только Australia? закончил в то время в Австралии Hospitality school. Гостеприимство, школу гостеприимства в Австралии. Институт, Yeah, да, institute. Форекс. Yeah. And then I put him with the Four Seasons, the hotel chain Four Seasons hotels. Да, Глен сделал для него путь в отель Four Seasons. Yeah. He worked in Sydney. Работал в Сиднее. Then he got the transfer into Singapore. Потом он получил трансфер в Сингапур. Also Four Seasons. Yeah. And then I went to visit him, and I looked at the situation. And for me, I suppose it's what I do is I looked at his growth in terms of within the industry. И он приехал инвестировать его в Сингапур и посмотрел на то, что там происходит, и His growth within working within, you know, what he was going to learn and what he would take он from it. оценил его рост в этой индустрии. And I felt like that he wasn't going to gain the maximum expertise that was required for him to grow within the, you know, because it's very Within the hotel. Yeah, within the hotel So it was not industry. the right place. Yeah, I just felt like Yeah, he wasn't going to grow. И он понял, что в отельной индустрии он бы не вырос до тех высот, которые бы, конечно, желал, наверное. He was just going to be another hotel Да, employee. он бы был бы еще одним отельным сотрудником. But Может быть хорошим, но Yeah. ничего уникального ему не светило So в отельной. So we had a chat И они поговорили, about maybe doing our own project together in Singapore. возможно, сделать свой собственный проект в Сингапуре. So I said to him, okay, I'm ready to do it. И он сказал, что хорошо, я готов это сделать. So you need to find the best location, and I will set a budget. Тебе нужно найти самый лучший локейшн, самый лучший hotspot, то есть самое лучшее место расположения для этого бизнеса. А Глен найдет на это инвестиции. So we found a small location, which was basically the best location, I think, for what we wanted to do. Соответственно, они нашли лучшее, до сих пор, по мнению Глена, наверное, лучшее место расположения, маленькое место для того, что они хотели сделать на тот момент. It was right. It was basically in the old grain traders district. The grain traders, the spice traders Это было... district. Is it near Little India? It's close, but Okay, yeah. Значит, это было в районе... maybe 10-minute walk. Okay. Little India. Да, это не 10 минут, может быть, пешком от Little India. Это было то место, где собирались все торговцы специями. То есть трейдмарк такой. But directly opposite is the business district of the city. Oh, right, I get it. Но ровно напротив это был самый главный бизнес-центр, Huge living, where a lot of people live, you know. И большой жилой фонд, где очень много людей жило. And where the central clubs and restaurants and И district неподалеку area также было was. очень много район с ресторанами и ночными клубами. And that was a year 2013. Был 2013. 2013 год. 4 года назад. 4 years ago? 4 years ago, Да, yeah. 4 года назад. Yeah. И уже 3. No, Already so- 3 restaurants. Yeah.
I gave him 100,000 Singapore dollars. Он дал ему 100 тысяч сингапурских долларов. And Сколько это? it's maybe 80,000 US dollars. 80 тысяч US dollars. США. Yeah. And basically, we wanted to open a tapas bar, but there was no restaurants in this area. We were the first restaurant in the area. И они изначально была идея открыть тапас-бар. Но именно вот в этой локации там до этого не было ресторанов. We were the first one. Они были первыми. There was a lot of food stalls and hawker stalls and things там like очень that. много было. В Сингапуре просто есть такая вещь, как маленькие забегаловки, где торгуют стритфудом. Но они всегда довольно-таки простые, там за $2 можно съесть большую ложку чего-либо такого. Но именно как рестораны или бары или хорошего кафе не было, поэтому они были первыми. And everybody said to us that we wouldn't survive there. И все, соответственно, им сказали, что они не выживут там. So after 4 years, there's maybe, I would say, a minimum of maybe 50 or 60 restaurants within, 500 meters of our На данный restaurant. момент, спустя 4 года, в радиусе километра, там теперь около 50 or 60. Yeah, it is the hottest spot now. There's Сейчас Michelin star 50 restaurant. или 60 ресторанов. Yeah. Сейчас это одна из самых горячих точек. То есть вы стали трендсеттерами. So we became a trendsetter For $80,000, yeah. Да, за 80 тысяч сейчас они стали трендсеттерами. Это был ресторан Moosehead. Да, это был Moosehead. Kitchen and Bar. Yeah. А потом вторым открылся... We opened Maggie Jones, Maggie Jones. which is the name of my mother. Да, Это по очень, имени матери. Я тоже, прочла, что это очень трогательная история двух бабушек Дэниела. И это такое место в другом жанре, насколько я понимаю, чуть-чуть такой, как speakeasy, да? Yeah. Почему такое different. решили использовать? At the time when we were looking, basically we paid off Moosehead and we had accumulated a certain amount of money. На тот момент они уже окупили бизнес, первый бизнес Moosehead, и они уже накопили какое-то And we'd количество saved a денег. certain amount of money together, myself and my son. Они уже Then we откопили spoke количество about бизнеса. opening another И они restaurant. начали обсуждать открыть второе место. From there, we looked for the location of Maggie Jones. Они начали искать правильное место расположения для Нам приходят вопросы, потом чуть позже я озвучу. as online questions come. Okay. Они начали искать место расположения для второго места, для Maggie Jones, соответственно. Yeah. And we couldn't afford to get absolute street frontage. We couldn't afford to get, because the price of the rents in the 2-year period had basically doubled. За эти 2 года, когда они уже начали искать локацию для второго места, цены очень сильно выросли, почти в 2 раза. Yeah, so I was На тот paying, момент, и они не могли себе позволить то, что они хотели. so Moosehead was $6,000 a month, Moosehead стоил в ренте стоил $6,000 в месяц. Singapore. Сингапурских долларов, да. And then basically it was, if I wanted to get another prime location, Если он хотел взять I would еще have had один, to have paid maybe between 20 to 30,000. это было между 20 и 30 тысячами на тот момент уже. So Daniel and I walked, Maggie, Какова примерно площадь? Was the square meters for these small restaurants? Moosehead's about 80 square meters. 80 квадратов, It has 30 seats. 30 посадок. And we do about 200 people a day through there. 200 человек в день проходит. Yeah, lunch is really strong and dinners are also very, very good. Очень много людей проходит и в ланче. Maggie Jones is maybe a 5-minute walk. Maggie Jones находится в 5 минутах ходьбы оттуда. So we were walking and we saw this one really nice Они place, гуляли и увидели but it was очень... huge. It was a monster. It was just too. It would have been too much money for us to restore. Было очень... Они нашли очень классное место, но оно было огромным. И они понимали, что они не смогут вытянуть его So финансово. I met with the owner of the building, who's a foreigner as well in Глен Singapore. встретился с владельцем здания. Он тоже иностранец, не Сингапур. And we asked if we could have only the back section. И они спросили, если они могут забрать только заднюю секцию помещения. So then access was only via the sort of laneway. Со второй линии. Да, Yeah. соответственно, доступ был только с Yeah, второй you линии. only come through the back door.
Соответственно, можно зайти только через заднюю дверь, как черный ход. And everybody И said, тогда родилась идея. yeah, and everybody said we're crazy to do this. И опять же все сказали, что они сумасшедшие делать это. Now that area is all the hottest bars and restaurants and clubs, all at the back Весь этот area. район, он полон баров, даже вот сзади, где, соответственно, у них находился проход со второй линии, он весь полный ресторанов, баров и клубов ночных. So then once we paid that off, единожды они окупили второй бизнес. We took over the next door space and opened a small wine bar in there, which was. Они забрали следующее по соседству буквально кусок здания, где открыли маленький винный бар. It's next door. Да, просто следующая дверь. And then there was a small garden between the two, and we've opened up glass. Между зданиями там находился небольшой сад, и они просто перекрыли его стеклом. Соответственно, тоже сделали как частью своего заведения, этого винного бара. So they're basically right side by side. Это винный бар. Yeah, it's basically a wine bar. Yeah. Да, это винный бар и с небольшим количеством. With some food. Yeah, we serve food through there as well, and it's interesting. It's actually it's a nice space. It's nice to be off the main. Ну вот эта история практически какая-то сказочная того, как можно открыться успешно, быстро, интересно, с разными форматами. Я не могу понять, почему у нас российские рестораторы, так активно развивающие экспансию по 4 направлениям: страны СНГ, Европа, Америка и Арабские Эмираты. Почему никто не идет в Юго-Восточную Азию? The question is why the Russian investors, restaurateurs, who's actively trying to open restaurants for directions, which is ex-USSR, like Kazakhstan and all these countries, like Almaty, then United Arab Emirates and USA and London, London, Europe. Like why like Dubai, Europe, and why nobody's going to Southeast Asia? Единственный пример, который тоже я знаю, это Орлов, ресторатор. Yeah, he's in Hong Kong. Yeah. Ну, он немножко тоже crazy. В хорошем смысле. Yeah, he's a good man. Да. Он, так сказать, идет своей дорогой. А почему? Why nobody goes to Southeast Asia to open a restaurant? Maybe it's a confidence thing. Maybe. Сидел в, you mean unconfidence? Look, for me, there's an advantage. My son lived there, and I spent 20 years of my life there. Нужно понимать рынок, нужно понимать. Yeah, I know designers, I know builders, I know people I can trust. I understand the market. Да, нужно понимать этот рынок, нужно иметь кого-то хотя бы из знакомых или кого-то, кто. Yeah, have a lot of friends there. Надо иметь такого сына Дэниела просто. Yeah. Красивого и умного и талантливого. Yeah, and also he's hungry for success in the business as well. До успеха в бизнесе. I don't have to push him. Ему не приходится его подталкивать к тому, чтобы он достиг успеха. Yeah, he understands. You work hard, the rewards come. Он работает 30 лет. Yeah. Вот нас спрашивают, собственно, я тоже хотела спросить, не буду сейчас дословно зачитывать, потому что вопрос тоже хотела задать. В чем основная разница между ресторанным бизнесом здесь и там? Да. What's the main difference between the restaurant business here in Singapore? Singapore's it's predominantly Asian. Most of our customers are maybe 60% Asians, 40% foreigners. В Сингапуре больше доминантная часть людей, которые там живут, и также гости ресторанов Глена – это азиаты. Возможно, грубо говоря, на 60%, на 40% это экспаты.
and tourists. И туристы, конечно. So I like Singapore because it has that tourism aspect, you know. Мне очень нравится Сингапур в том плане, что там есть этот аспект, большой аспект туризма. То есть очень I think the industry here in Moscow, индустрия здесь, в Москве, would be a totally different была бы vibe совершенно другой, на другом if we had more уровне, с tourists другой coming энергетикой, если бы здесь было бы больше туристов. But I like Поскольку both. это постоянное Но ему нравятся оба. оплодотворение, да, я Они понимаю, разные, что но ему нравятся оба. Singapore's been interesting because Сингапур был интересный. because it's, you know, it's also very, very specific as Moscow is. But in Singapore, the competition is unbelievable because you have the absolute cream of the crop. Оба, и Сингапур, и Москва, они весьма уникальны в своем месте Yeah, для the ведения absolute этого best, бизнеса. the best of the best is in Singapore. Но в Сингапуре безумная высокая конкуренция. Вот, я как раз тоже То, хотела чего нет про в это Москве. спросить. But- Как это происходит, как but- ресторан сразу, как по ходу, как ресторан раскручивается, да, как, How does it happen? если There's so какие-то many тоже маркетинговые restaurants in стратегии, Singapore. How did they develop? насколько влиятельна там система themselves? отзывов, рецензий и так далее. How important is the Реклама. feedback and the Или system всё of в feedbacks натуральном and виде, как customers' это feedback происходит? and how they're promoting themselves, how they develop the business. I have a full-time I employ a full-time company, and I have Нанимает на постоянную работу компанию, very которая powerful, очень влиятельная компания, которая and basically they handle in a very structured way, которая берет highly на себя structured. The Singaporeans are very все structured. эти вопросы, но в очень структуризированном, упорядоченном. То есть это не стихийно происходит? Нет, не стихийно. Это все, это есть структура, это есть схема, по которой люди действуют. Потому что все сингапурцы очень упорядоченные в своей жизни. Hospitality people are invited. Journalists То are есть есть invited. система, по которой это все делается. То есть приглашаются журналисты, приглашаются большие игроки из The индустрии bloggers are ресторанного, invited. блогеры приглашаются. И You know, and then basically we invite specific guests. So basically it потом works in a приглашаются 4-phase process. определенные гости. И вот в этих 4 направлениях происходит начало работы нового места. Но главное в конкуренции все-таки что? Это обратная связь или еда, What's the most или important location? for the success of the business? Или- Like the location, Yeah, or the food, you know, location's important. the famous if you. Food's important. We're not famous there. We weren't famous when we opened Moosehead. Они не были When we известны, opened когда они Moosehead, открывали we первый. called it the Moosehead Project, and I only put 100,000 in Singapore dollars, only to see. We didn't know if it was going to survive past 1 month, 6 months, 3 months. We had no idea that. Когда они открывали we call проект, it the Moosehead Project. они назвали его Moosehead проект, и была вложена вот та сумма, которая говорила сначала, 100 тысяч сингапурских долларов, и они не знали, получится ли у них, сколько он просуществует, 3 месяца, 6 месяцев, или закроется, или... То есть изначально не было понимания. But on the other side of the coin, Самый риск всегда, конечно. Moscow is also very exciting as well. Но, с другой стороны, Москва тоже очень интересная, очень... Непрогнозируемо. Yeah, no, it's growing. It's like a snake. It's как змея. every она 1 не- year, 2 years, it finds a new direction and goes this way. Здесь, да, здесь постоянно нужно искать новые пути, куда And it's идет interesting. бизнес. Бизнес очень меняется, очень Изменчивый, быстро, да. очень Yeah. изменчивый, очень быстро изменчивый. And- И за этим нужно поспевать, соответственно. And I'm happy that during this period, I've been able to experience this and be part of that growth. И You know? Глен невероятно рад, на самом деле, что в течение всего этого периода здесь он является частью этого, и ему посчастливилось Очень это пережить, это значительной все. частью, Да, абсолютно. посчастливилось пережить это все и быть, иметь возможность, это стало частью его опыта. И опыт, и уже, наверное, менталитет, поскольку... Probably it became not just a part of your это experience, but a part of your mentality as well. Если здесь семья, если здесь вся жизнь, дом уже, дети, If everything's here, your home, your
your family is here, so probably became a part of your for sure. Но продолжая тему все-таки этого сравнения, я думаю, что это еще очень важный момент. Comparing this И я Singapore, думаю, что Дан может тоже свою позицию озвучить в этом вопросе. По поводу продуктов, поскольку продукты – это основа профессии повара. Продукты в Сингапуре. Мне кажется, это какой-то тоже золотой век. Так ли это или нет? Для Сингапура по количеству и качеству продуктов, по разнообразию. Да. Судя по меню, которое я читаю. Is it the best time right now for Singapore in terms of the products they have? And look, Singapore's a hub, so everything that goes through Asia basically goes Сингапур through. Это такая точка. You can get everything. It's a port. Yeah, Singapore was a port. С 70-х годов это был один из крупнейших портов Юго-Восточной Азии. Все проходило через Сингапур. Поэтому там есть определенные пути, уже налаженные пути. Любой продукт можно там найти. Да, и все проходит через них. Everything. Whatever you need, it's inside there. But also the markets are very good. Но рынки также очень хорошие. You know, you can go there and there's 30 or 40 different types of prawns and there's scallops and there's... Видеть, там 30-40 разных видов креветок, all different fish. Разные рыбы и так далее. Также потому что это остров. So there's also a good selection from the local, you know, that basically that помимо того, comes что туда locally. очень много чего From привозится, Indonesia, you know, from Thailand. очень хороший выбор местных продуктов из Индонезии, Таиланда, Малайзии. Вот эта разница, она, наверное, очень ощутима. This difference probably is very. Я бы хотела, чтобы вы оба ответили на этот вопрос. Yeah, she wants us both to answer that question. Like this difference is very. Okay. All right. When I arrived here, I think almost 12 years ago now. Почти 12 лет назад, когда Глен приехал сюда. Everything was imported. Everything that you used, абсолютно все, что ты использовал на кухне, было импортировано. Except tomatoes, cucumbers, onions. Огурцы, no, they were even томаты, bringing the Spanish the onion from, you know, the red onion from Spain in the beginning. We were using that for the salads. В начале, когда он только начинал, здесь даже красный лук привозили из Испании. То есть никто не использовал русские продукты. You know, it was getting to the point where it was so expensive. Но это начало приходить к тому моменту, когда это было настолько дорого, что... You know, I think maybe the best thing that happened was the sanctions. As soon as the sanctions... Что, возможно, лучшее, что случалось, это действительно те санкции, которые произошли. Я знаю, Глен про это много раз говорил. Да, то же самое думаете и вы. Вы считаете, что антисанкции действительно принесли пользу поварам? Ну, в общем-то, наверное, это неоднозначно. Но для меня лично это неоднозначный вопрос, потому что я считаю, что это, в принципе, не очень правильный путь, когда что-то должно родиться пинком того, чтобы что-то запретить. Искусственным То есть, путем. Ну, если так, ну, хорошо, окей. Я очевидно вижу, что сейчас у нас гораздо лучше продукты, чем это было. То есть я постоянно езжу на рынок, то количество того, что я вижу на рынках, это гораздо... В Фуд-Сити мы обсуждали это. В основном, да. Но ведь я так понимаю, что, опять-таки, судя по отзывам других шефов московских, многие там бывают периодически, в основном же там только овощи и фрукты закупают. Ну, в общем-то, да, я только за этим туда и еду. Овощи и фрукты, мясо, рыбу я там не покупаю. Вот, и, собственно, так и все. Yeah, we need to search basically for, you know, I've had some suppliers which I've used over the years. So у Глена есть свои контакты, с которыми он уже работает много-много лет. And who to some extent I trust in their consistency. И в каком-то смысле он доверяет тому постоянству, качеству продуктов, которые у них есть. На Фуд-Сити? No, not Food City. Not about Food City. We go and we. Мы просто выбираем там то, что нам нравится, то, что мы видим. Но это качество может очень сильно прыгать от раза к разу. К сожалению, в Москве качество продуктов всегда скачет. В один день мы получаем такую рыбу, на следующий день она приезжает другой, и я вынужден от нее отказаться.
Мы обзваниваем других, спрашиваем, есть ли такая рыба, именно как нам нужна, именно такого размера, именно, то есть премиальной свежести, как нам нужна здесь. Если ее нет, мы ее не подаем. Рыба, кстати, если уже зашел разговор о рыбе, здесь в меню Маргарита Бистро. Кстати, очень мне понравился химачи. Хамачи, да. Икрой щучьей и хреном. Да. Очень здорово. Ну вот тут желтохвост, тунец, что еще? Это Япония. Вот. То есть все равно, конечно, на мой взгляд, просто говорить о, скажем, каком-то импортозамещении, связанном с рыбой, понимаете, конечно же, очень рано. Я бы не хотел уводить разговор в сторону политики, но нужно понимать, конечно, что у нас программа абсолютно это рыба русская. Гастрономическая. Это в том числе и русская рыба. Просто нужно понимать, что та ситуация, потому что Япония с Россией находится через море. И как часть этой рыбы вылавливается оттуда. Просто японцы, они лучше с ней обращаются. Really, Japanese handle the fish much better than on the Russian trailers. Especially in terms of export. У нас уже появились how... крабы. В данном случае можно сказать, что... У нас всегда были крабы. Нет. Я просто очень хорошо помню, что когда открывался Дальний Восток, все задавали вопрос, а почему не возятся с Дальнего Востока продукты? И Аркадий об этом говорил, Аркадий Новиков, что он не может это обеспечить. Не может. Сейчас это уже, слава богу, происходит. Look, at that time there was a consistency problem. Опять-таки, не говоря, какими способами. Да, в то время была очень большая проблема с постоянством. They would bring it 1 week, and then 3 months later you wouldn't see the product. В одну неделю привезти одно, то, что всех устраивало, а потом не привозить 3 месяца. Then basically, the Russians at that time who had money and who could afford to eat in русские, которые могли себе позволить прийти в Дальний Восток. They didn't want to eat Russian fish. Они не хотели есть русскую рыбу. They wanted to eat imported fish. They wanted to eat barramundi from Australia and tuna from Japan and Spain. Тунец из Испании, they wanted to eat баррамунди из Австралии. Whatever we could get from somewhere else. Они хотели тех продуктов, которые Глен мог достать откуда-нибудь. Было здесь да, что-то уникальное, So that's that particular. But times have changed now. Но сейчас все поменялось. People don't want to spend a lot of money on their food. Они уже не тратят столько денег на еду, как это было Even though the price of the products are going through the roof, we understand that. И несмотря на то, что даже some of the products going. Yeah, the price of the products. Да, сейчас даже несмотря на то, что цены на продукты очень сильно сейчас растут очень сильно растут, тоже, и не конечно, прекращают расти. Абсолютно, да, абсолютно сюр. Ну, это реальность тоже, да. Люди платят меньше, необычная реальность, закупаем за дороже. Да, наши продукты стоят дороже порой, чем заграничные. Но это тоже нужно понимать, это очень сложная структура, там задействована логистика. Логистика, это волшебное слово, мы все знаем, да. Но так или иначе все равно все открывают новые места и ищут новые какие-то решения, в том числе и бизнес-решения. Anyway, everyone's opening a new places and they're looking for new ways to handle this situation. Yeah, for sure. And it's getting better. Открывают маленькие места, почему тоже это место мне очень симпатично. That's why she likes the place. Тот формат, который еще 12 лет назад был абсолютно... Yeah, there was no small restaurants. Everything was, when I arrived here, everything was huge. 2 levels, sometimes 3 levels. Все рестораны были огромные, 2-3-этажные. But it's been nice that this has happened. Но это здорово, что сейчас это происходит. What it's done is those big restaurants were basically monopolized by only a few operators who had money or had the support of a lot of money to be able to В основном, что происходило, это то, что все эти большие рестораны были монополизированы одним или 2 людьми, которых было сконцентрировано весь тот количество бюджета, которое выделялось на это, либо те, которые могли контролировать этот бюджет, чтобы этим управлять этой махиной. И это все было одинаково. Дальний Восток was the one that basically, I think, changed a lot of the... Дальний Восток был первым, который, по сути, ресторан, который это поменял немного. Во-первых, там был совершенно новый интерьер. Yeah, это было вообще открытая кухня. Это первый. Yeah, we're basically the first open kitchen. Это задало тренд на десятилетие. Yeah. И кроме того, тоже я бы хотела вспомнить тот момент, что, по-моему, вот тоже, вот, как мне кажется, может, я не права,
был первый проект Рони, которым Ronnie was the first Новиков project where предложил Novikov Глену offered выступить в качестве партнера проекта. you to become a С чего, partner of the собственно, project. и It was the начался. first. Я не права или Is it so? Or it's, Yeah, that was correct. Yeah. да, Я просто да, помню, это что так. это был It такой... was something unique Тоже. for And the Mendeleev Russian. and the bar Да, Mendeleev. Менделеев. потом появилась, да, и лапшичная. It was good experience for me. Yeah. Это был очень хороший Это был опыт. не только хороший опыт was для not just a good Глена, experience for но you, это был but пример, на it самом was деле, a- для других рестораторов, потому что после этого начали к шефам It was a good относиться как к партнерам. example. It was setting an example for Yeah. other restaurateurs to offer chefs Settle something some more Yeah. than Well, just that's a what we job. wanted to do. You Ну, это know. то, что That's что- what the whole thing was. I was trying to explain at that time, Arcadia, let's do some small restaurants Все and то see if they work. все то время Глен пытался объяснить Аркадию, что давай попробуем сделать маленькие рестораны и посмотрим, Yeah. where it will go. Yeah. But what was nice about Что было хорошо? is that now more independent сейчас operators are Гораздо opening больше независимых людей, new restaurants and new projects, and it's bringing a new personality. больше игроков на рынке And it's появляется, bringing a new они personality И- within the industry. в индустрию, да, Yeah. каждый приносит какое-то свое уникальное видение и характер, и это меняет всю индустрию в целом. And I think it's been really good for the industry. Расширяет просто Yeah, да, yeah. Да, расширяет. наш кругозор. Yeah. И, соответственно, количество форматов становится интереснее. I think it's interesting. Я думаю, что все равно, наверное, в дальнейшем Глен когда-нибудь откроет свой ресторан, вот вообще семейный, может быть, с дочкой или с женой, но я думаю, что настанет тот момент, что это как бы логическое завершение того пути, по которому он Maybe идет. don't say that because my partners will kill me. You know? Не говори так, что партнер его убьет тогда. Ну, по крайней мере, я думаю, что такие перспективе идеи есть. Каким бы он был, этот ресторан, если бы не было никаких ограничений ни по бюджету, ни по локейшн в Москве, для Москвы, для нас, для тех, without кто здесь any boundaries in terms of budget, locations, whatever, like no limits for that. What would be the perfect restaurant? Ресторан мечты. Well, look, you know, dream restaurant. there is no. I don't have dreams like that. Ну, у Глена нет таких. Yeah, I'm very. Мечтаний. I'm a realist, you know. Реалист. When we come into us, because the thing is that, you know, I think a lot of it's linked to the restaurant, the location, and who's involved in the restaurants with you, you know. Очень многое зависит от, ну, почти все зависит от того, где это, кто завязан на этом бизнесе. Yeah, Novikov has very good experience, and Новиков очень хороший опыт, очень правильный. Arganezov also too has a very good vision. Очень He knows exactly the direction that he wants to go. Он хочет и куда он хочет идти, направляться. I'm in a situation now where. Кстати, я добавлю, что он в этом смысле гениально совершенно кладет яйца в разные корзины и сразу по разным направлениям своей стратегии про Новикова. Про Новикова. Да, в этом смысле, конечно, продолжает действовать Новиков is genius in terms of he's very careful with Чего не было what he's раньше. doing, and he never puts everything in one place. He's unbelievable. Он невероятен в этом. I think there's maybe in our industry, В нашей индустрии сейчас, maybe in the наверное, world, there's only 20 people, and I would say who are very, very special. Очень всего 20 человек, которые He is one of them. For sure, he is in the top. He has an unbelievable vision, and he has I learned so much from him. И Глен очень много научился. Unbelievable. Я знаю, да, я много про это читала. Yeah. Ну вот я бы хотела все-таки спросить, твоя тема основная, как мне кажется, на сегодняшний день это овощи, да? Ну то есть это такая заветная тема, когда овощи перестают быть разделом гарнира, а превращаются в самостоятельную еду. Goes out of side dish and becomes a proper dish. Как ты думаешь, on это its возможно? Мы own. доживем до такого времени, когда в Москве Will it be the time when in Moscow может работать ресторан, there will be a restaurant не operating, помешанный на веганстве и not всей like этой истории, да, going nuts about вегетарианстве,
vegetarian or vegan thing, но где бы but воспринимали овощи как самостоятельный but where продукт, the интересный, vegetable could ничем be не хуже рыбы или a star on its plate on its own, not Yeah, worse than I fish think or it's meat. heading that way now. I think you see Я a думаю, lot что more прямо people сейчас это происходит. are на наших fishing. глазах, Yeah. Сейчас может быть, это даже и что? здесь уже это. Ну, это, в общем-то, да. Maybe Yeah. it's even here, like... Well, you know, we've had a bit of a mixed response to it, to say the Ну, least. у нас было некое количество очень разных комментариев, наверное. Maybe we Ну, haven't. я считаю, Maybe it что hasn't been за овощами, конечно же, будущее в таких форматах, просто потому что это, опять-таки, расширяет наш горизонт. Я очень люблю мясо, рыбу, но мы должны научиться воспринимать хорошие продукты, I если даже капуста или 100% морковь. believe that is a big direction which the industry is going to head. That's what I'm a believer of that. что это именно то направление, которое I was criticized for Nedalny Vostok. I was criticized for Ronnie, it's too small, it's this style. Yeah, how can you make an Asian? How can you do this? And you know, how could you open a bar underneath the thing? Как можно открыть бар? Ronnie was maybe the first Asian project. Начало паназиатской волны. Yeah, it was the start of this whole Asian. Yeah. We're criticized for doing how could you do Les, even to me Les Artistes was also Les Artistes was also a turning point. I think it was a totally different style. You know, I was trying to bring that French bistro style into the place. Okay, it didn't. You know, it was a difficult situation there, but I was trying to influence that, and I think to some extent it. You know, maybe had I have stayed there longer and pursued it, maybe I could have turned it that way. На всю ситуацию, там, и на тот путь, по которому они двигались. И, возможно, если бы он остался на дольше в этом проекте, у него получилось бы. But Glenuill was also really, I think, to some extent, together with Delicatessen, I think was one of the first, and maybe Ragu was one of the first gastro styles. Совместно с Delicatessen или Ragu, это был один из первых мест, который можно назвать таким гастропабом, стиль гастропаба. Профессиональный проект из этих трех. Прошу прощения. Это был единственный проект, сделанный профессионалами, профессиональными поварами, в отличие от Деликатесен и Рагу, во главе которых стояли, скажем, очень яркие любители, пришедшие в разряд профи. Все-таки разница, если я бы не ставила их в один ряд. То есть Glenuill, конечно, был флагманом, на мой взгляд. Was made by professionals, when Ragu and Delicatessen were made more like by the people who love it, who care about that, who are passionate about this. But they were both pioneer restaurants at the time. Но Глен, тем не менее, утверждает, что это были пионеры в свое время этого движения, того, что они very important, очень важно for the turn of для вот этого поворотного момента индустрии. You know, for the turn of the food industry in this country. Для вот этого поворотного момента во всей стране. Who do you see now as the pioneers? I like what Vladimir Mukhin's doing. Vladimir Mukhin. Yeah, I see. I really quite like what he. You know, I didn't like it in the beginning, but I think over the last year and a half to 2 years, I think he's changed his style. Yeah, I have a great respect for what he's doing and how he's putting a good Russian brand within our industry overseas. Yeah. Number one. The Berezotsky brother twins, I think, they've just opened a new restaurant. It'll be interesting to see how that goes. You know, I think Ilya from Pinchia, I think, his restaurants are also with Luigi there, especially since Luigi has been running the restaurants. Yeah, I think that they're also influencing the city a lot as well, and they're doing a very, very good product. Ilya as well is a very special, unbelievable.
Yeah, you just need to sit down and have a coffee with him. Илья Тютенков, Yeah. безусловно, он трендсеттер тоже, абсолютно. He's special. Безусловно. He's very special. Он тоже идет своим путем. Yeah. Но у него очень-очень интересное видение того, что Очень, он делает. очень. Да, согласна. So yeah, I think that some people. I had a talk with one prominent journalist, our industry journalist, about the direction that the industry. Yeah, Russian. Yeah, he's very prominent. Okay, But I'm not going to name him. Okay. Глен недавно состоялся разговор с одним русским журналистом, из индустрии. And he was showing frustrations И он выказывал некое, because the past, the new wave of the past was collapsing. A style and новой волне, которая в индустрии, которая происходит, которая зарождалась, тогда она, по его словам, погибает. Сейчас. Ну, Глен разделяет это мнение. Do you agree with that? I think it's the best thing that happens because as the old goes, a new comes, Yeah. and that's how you have the growth within our industry. Ну, и Глен считает на самом деле, что здесь нет повода на самом деле быть отчаянным, наоборот, это лучшее, что может случиться, потому что только дав старому уйти, что-то новое может прийти. And nothing lasts forever. И ничто не живет вечно, ничто не Right. Я теперь буду долго думать, кто этот консерватор среди нас. She will think now for a long time who's this. Yeah. Потому что I по will, поводу очевидно. I will tell you after anyway. Окей. Ну, для меня очевидно, что новые лучше, чем старые, и свобода лучше, чем не свобода, как говорится. He's controversial. He's Как controversial. говорит один из наших правителей. Controversy. Он очень... But he understands this industry. I believe he understands our industry. Но он понимает индустрию. And I think I think it's good. I think it's really good. You know, the direction that the industry's it's going. I think it's healthy. You know. То, как развивается индустрия теми путями, которыми она сейчас идет, это очень healthy. Органично. Yeah. You know, if this doesn't work, well, the next project will work. If that works, yeah. If this works, then maybe the different one won't work. It's. Ну, в любом случае, я могу сказать за себя, что я всегда за новое, и не случайно я начала разговор с того, что я бы очень ждала еще каких-то новых, поскольку Глен, как мы уже вот сегодня выяснили, все время, так сказать, направляет какие-то и дает нам векторы. Well, I think Darya has been coming to me for more than 10 years. Глен вспоминает, что вы, возможно, уже более 10 лет приходите в его ресторан. Ну, да. Yeah, since when the Delhi Vostok first opened, yeah. Yeah. Да, мы знакомы очень давно. Used to come to my every time we changed a menu, we put a new menu in. We used to invite 20 journalists on one big table, and times have changed. Так что, да, но в любом случае мы будем ждать новых открытий и с большим уважением и пиететом воспринимать эти открытия, потому что все это определенные месседжи и сигналы того, как развивается здесь рынок. По крайней мере, это для меня так, и я думаю, что для многих тоже. Вот, собственно, почему Глен наш просто эксперт. Because she thinks that for a lot of people in this industry here, it's you're setting the way, directions for developing and growing. That's why you're просто эксперт. Спасибо большое. Я очень Спасибо. надеюсь, что Дан тоже придет к нам в качестве основного переводчика. Вот мы будем следить и друг друга держать в курсе. Это был просто эксперт,
Какие наши годы? Увидимся через неделю. Всем спасибо.